Добрый день! Сегодня я хотела бы показать, как выполнять прибавки вдоль регланной линии в тех случаях, когда частота прибавок по рукавам не равна частоте прибавок по спинке или полочке. На образце вы можете увидеть, что количество петель справа у меня больше, чем количество петель слева, хотя начиналось все одинаково. Это происходит потому, что справа я прибавляла в каждом втором ряду. Вот по этим протяжкам можно это хорошо увидеть. Слева же я выполняла прибавки в каждом третьем ряду. Но, несмотря на такое неодинаковое прибавление петель, наша регланная линия выглядит очень аккуратно и красиво. Причем здесь не имеет значения, как часто вы выполняете прибавки. Если даже у вас ритм другой, отличающийся от моего, то вы все равно получите красивую регланную линию. Если, например, будете прибавлять в каждом четвертом, пятом и так далее. Ширина регланной линии у меня 2 петли, 2 изнаночных петли. Это минимальное количество петель регланной линии для этого способа. Если мы посмотрим на изнаночную сторону, то это очень хорошо будет видно. Вот эти 2 петли. Но сразу хочу отметить, что этот способ является универсальным, и он может немножко модернизироваться. То есть, если вы захотите оформить, например, свою регланную линию в виде косички или какой-то узор туда вплести, то вы можете добавить между этими изнаночными петлями необходимый вам узор. И тогда края будут выглядеть вот так, красиво, а посередине у вас будет там какой-то узор, например, косичка. Теперь давайте я научу вас выполнять прибавки вдоль регланных линий этим способом. Для начала нам нужно довязать до первой изнаночной петли, до первой петли нашей регланной линии. Дальше мы должны подхватить нижнюю петлю, стенку нижней петли. Придерживаем первую петлю регланной линии пальцем и просто набрасываем нижнюю петлю на спицу. Дальше мы провязываем ее лицевой за переднюю стенку. Таким образом, вы можете увидеть, что у нас образовалась вот такая же протяжка, как и ранее. Теперь мы провязываем нашу регланную линию. В данном случае это 2 изнаночных петли. Теперь нам нужно выполнить прибавку слева. Для этого мы заводим спицу левую и захватываем тоже нижнюю петлю. Вот так. Разверну, чтобы вам было видно. Теперь мы должны провязать эту петлю лицевой за заднюю стенку. И дальше мы довязываем наш ряд до конца. Сразу хочу отметить, что если вы вяжете по кругу, то в принципе это все, о чем вам нужно знать. То есть при вязании по кругу вы просто выполняете вот эти прибавки с нужным вам ритмом. Например, справа в каждом втором ряду, слева в каждом третьем, или используя какой-то другой ритм прибавок. Способ выполнения остается одинаковый, неважно, в каком месте вы выполняете прибавку. Но
мы не всегда вяжем по кругу. Поэтому я хочу еще показать, как нужно выполнять эти прибавки в том случае, если мы вяжем поворотным вязанием. Довязываем наш образец до первой петли регланной линии. С изнаночной стороны она у нас выглядит как лицевая. Здесь мы должны сделать примерно то же самое. Мы должны подхватить нижнюю петлю, придерживаем петлю регланной линии и набрасываем стенку нижней петли на левую спицу. А теперь мы должны ее провязать изнаночной за заднюю стенку. То есть я вот разверну, мы подхватываем заднюю стенку. Вот так. И провязываем ее изнаночной. Если мы посмотрим с лицевой стороны, у нас также, вот видите, образовалась такая протяжка. Затем мы провязываем петли нашей регланной линии, в данном случае это 2 лицевых, и нам нужно выполнить прибавку слева. Как мы делаем? Мы подхватываем стенку нижней петли. Снова придерживаем пальцами. Получилось вот так. Теперь нам нужно провязать эту петлю изнаночной за переднюю стенку обычным способом. И вот посмотрите, у нас снова образовалась протяжка. Вы видите, что в принципе эта линия будет выглядеть красиво даже в том случае, если вы делаете прибавки в каждом ряду. То есть в том случае, если вы вяжете поворотными рядами, и, например, представим, что справа у нас полочка, вы делаете прибавки в каждом втором ряду, то есть прибавки у вас будут получаться в лицевых рядах. Но если вы делаете прибавки по рукаву в каждом третьем ряду, то при поворотном вязании у вас одна прибавка будет приходиться на лицевой ряд, а следующая прибавка в третьем ряду это будет уже изнаночный ряд. И вы будете таким образом их чередовать. Вот это все секреты этого способа, которые я вам хотела рассказать. Попробуйте этот способ. Я уверена, что он вам понравится, и вы свяжете много изделий, красивых изделий, используя этот способ. А это все, о чем я сегодня хотела рассказать. До свидания. Вяжите с удовольствием.